Вы готовы? Потому что то, что произошло на этой неделе в мире Турдизи, тянет не на один выпуск, а на целый сезон. Серьезно. Кто-то будто нажал кнопку «Ускорить события» и понеслось. Пока одни звезды блистали на красных дорожках и собирали награды, другие неожиданно возвращались после долгого молчания, третьи запускали проекты, о которых фанаты мечтали годами, а чьи-то отношения не выдержали даже первого серьезного испытания. И да, об этом разрыве мы тоже поговорим. Сразу скажу, сегодня будет все, за что мы любим турецкие новости: роскошь, интриги, громкие имена, новые сериалы, неожиданные повороты и настоящая битва за рейтинги. Думали, после праздников в индустрии затишье? Вот и нет. Здесь работает другой закон. Как только заканчивается один громкий инфоповод, тут же начинается следующий и еще громче. И начнем мы с события, которое за одну ночь собрало практически всех главных звезд турецкого экрана. Одна красная дорожка, и сразу первые намеки на возвращение, анонсы новых проектов и те самые новости, которые моментально разлетаются по сети. Но самое интересное даже не в том, кто был, а в том, что происходило за кадром. Потому что этот вечер выглядел как сцена из дорогого сериала, где за идеальными улыбками на камеру скрываются планы, о которых пока говорят только шепотом. Поехали! И вот мы переносимся туда, где все выглядело как кино. Огни, вспышки камер, ковровая дорожка, идеально выверенные образы и ощущение, что каждая секунда этого вечера уже готовый материал для заголовков. Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Церемония Joy Awards 2026, и в этот раз она стала особенно знаковой для турецкой индустрии. Вот почему. Это была не просто премия ради красивых фотографий. Это был вечер, который еще раз подтвердил то, что многие уже понимают, но не все осознают масштаб. Турецкие актеры и турецкие сериалы давно вышли за пределы одной страны. Их знают, их ждут, их встречают как мировых звезд, и этот прием чувствовался буквально во всем, от внимания международной прессы до реакции зрителей в зале. А теперь посмотрите, кто был на этой площадке: Ханде Эрчель, Туба Бюйкустюн, Мирьем Узерли, Кинан Урганджаглу, Пынар Дениз, Барыш Ардуч, Хазал Кая. И это еще не полный список. Когда такие имена собираются в одном месте, это уже не просто премия. Это срез всей индустрии за один вечер. И вечер запомнился. Каждый выход тут же разлетался по сети. Кто-то удивлял стилем, кто-то харизмой, кто-то неожиданными словами в интервью. Но самое важное происходило даже не на сцене, а в тех самых коротких комментариях для прессы, которые обычно выглядят как формальность, но именно там звезды иногда говорят больше, чем планировали. И уже в первые минуты стало понятно, этот вечер принесет не только награды. Он принесет новости, которые мы будем обсуждать еще долго. Потому что одна актриса появилась на публике после долгой паузы, и этим появлением запустила волну ожиданий, которая не утихает до сих пор. Это была Пынар Дениз. Пынар Дениз в этот вечер выглядела так, будто паузы и не было вовсе. Спокойная уверенность, сияющий образ. И то самое ощущение, когда человек выходит в свет не просто показаться, а чтобы поставить точку в одном этапе и сразу открыть следующий. Ее появление стало одним из самых обсуждаемых моментов Joy Awards 2026. Потому что это был первый выход после материнства, и весь зал это понимал. Но знаете, что важнее того, как она выглядела? То, что она сказала. В коротком комментарии для прессы Пынар Дениз дала понять, а она возвращается на экраны. Без лишней драматичности, без громких обещаний, но достаточно четко, чтобы публика моментально оживилась.
И вот тут надо понимать контекст. Пынар Денис – это не просто популярная актриса. Это гарантия качества. Если она выбирает проект, значит там будет сильная история, серьезная роль и эмоции, которые зритель запомнит надолго. Вспомните «Вишневый сезон». Вспомните «Зимородок». Она не берет проекты ради проектов. Именно поэтому ее возвращение вызвало не просто интерес, а настоящий азарт. Все сразу начали гадать, кто станет ее партнером. Что это будет за сериал? Насколько громким окажется камбэк? И вот здесь начинается самое интересное. Потому что практически сразу после ее заявления начали говорить о предложении, которое звучит как мечта. Настолько громко, что многие сначала даже не поверили, что это может быть правдой. Пынар Денис и Кыванч Татлытук в одном проекте. Вот теперь представьте, насколько быстро меняется настроение в индустрии, когда появляется такая связка. Пынар Денис – актриса, которая умеет держать драму на одном взгляде. Кыванч Татлытук – человек, чье возвращение на экраны всегда превращается в событие. И когда пошел слух, что они могут оказаться в одном проекте, обсуждения взорвались моментально. Проект называется «Орбита». Платформа Disney+. И уже это звучит как сигнал, ставка будет высокой. Почему это важно? Потому что платформы сейчас играют по другим правилам. Более четкий график, более плотная динамика, другой уровень продакшена. Если «Орбита» действительно собирает такой каст, нас ждет не просто сериал, а проект, о котором будут говорить. Теперь про сюжет. По предварительной информации, Кыванч Татлытук возвращается в образе секретного агента. А это сразу задает жанр: напряжение, интриги, двойные игры, скрытые мотивы, тот тип истории, где каждый персонаж может оказаться не тем, кем кажется. Добавьте сюда актрису уровня Пынар Денис, и ожидания взлетают еще выше. А теперь цифры. Говорят, Кыванч Татлытук получит рекордный гонорар – 4 миллиона лир за эпизод. Даже если относиться к таким слухам осторожно, сам факт обсуждения показывает масштаб. Этот проект уже сейчас пытаются сделать самым громким запуском года. Но вот что интересно. Пынар Денис пока не дает окончательного ответа. Она говорит аккуратно, сценарий читает, но ничего не ясно. И эта фраза работает сильнее любого подтверждения, потому что оставляет пространство для ожиданий. Люди фантазируют, сравнивают, строят прогнозы. Соцсети превратились в бесконечный кастинг-комитет. И если честно, в таком союзе действительно есть что-то очень правильное. Пынар и Кыванч – это не просто красивая картинка. Это потенциал настоящей химии и сильной драмы. Пока официального подтверждения нет, но именно поэтому интрига только растет. Однако Joy Awards 2026 подарила не только эту новость. Потому что в тот же вечер еще один актер дал понять, он тоже не собирается оставаться в стороне. И уже готовит возвращение. Это был Кинан Урганджаглу. Кинан Урганджаглу в этот вечер выглядел так, будто точно знает, что будет дальше. Без лишней суеты. Спокойно. Уверенно. И с тем самым ощущением человека, который находится в центре событий и отлично понимает, какую волну сейчас поднимает турецкая индустрия. Он объявил, что работает над новым проектом. Казалось бы, подобные заявления на премиях звучат постоянно. Но в случае Кинана это воспринимается иначе. Почему? Потому что это актер, чьи роли всегда вызывают сильную реакцию. Вспомните Эмира из «Я полюбил тебя однажды». Вспомните «Ожидание».
Его появление в касте почти автоматически означает, проект будет обсуждаемым, а персонаж – неоднозначным и запоминающимся. Детали нового проекта он пока не раскрывает. Но сам факт заявления – уже сигнал. Кинан не из тех, кто говорит просто так. И вот еще что важно. Отдельно он отметил, насколько сильно турецкий контент любят в арабском мире, и поблагодарил за теплый прием в Ар-Рияде. Это не просто вежливые слова для красной дорожки. Это показатель реального сдвига. Турецкие сериалы давно смотрят не только в Турции. И такие события, как Joy Awards, превращаются в нечто большее, чем премия. Это площадка, где укрепляются связи, открываются новые рынки и формируются будущие коллаборации. То, что мы видим сейчас, это индустрия, которая выходит на международный уровень. И Кинан это понимает лучше многих. Но вот что интересно. При всей значимости его слов, внимание публики в тот вечер все равно постоянно возвращалось к одной фигуре. Потому что она умудрилась сделать то, что удается не каждому – превратить свой выход в настоящий информационный взрыв. Ханде Эрчел. И ее момент, который обсуждали все. Ханде Эрчел на Joy Awards 2026 была той самой звездой, вокруг которой все вращалось, даже когда она просто стояла и улыбалась в камеру. И это не преувеличение. Бывают вечера, когда на дорожке много красивых образов, но никто не создает ощущения главного героя. А у Ханде получилось именно так, будто этот вечер изначально был написан под нее. Ее выход обсуждали сразу по нескольким причинам. Во-первых, образ. Она выбрала восточный стиль, и это выглядело не как попытка подстроиться под формат, а как точное попадание в атмосферу. Все продумано до деталей: линии, настроение, подача, уверенность. Она пришла не просто на церемонию. Она пришла напомнить всем, что такое настоящий звездный уровень. Во-вторых, то, как она держалась. У Ханде есть особая способность выглядеть очень мягко, но при этом транслировать абсолютную уверенность. Она не делает резких движений, не играет на публику слишком активно, и именно поэтому на нее хочется смотреть. Камера ее любит. Зал ее чувствует. А пресса мгновенно понимает, вот здесь будет главный инфоповод. И он случился. Самым обсуждаемым эпизодом вечера стала ее речь. На арабском языке. И это моментально превратилось в вирусный фрагмент. Почему это так важно? Потому что в таких ситуациях значит не сам факт, что актриса говорит на другом языке. Значит, как она это делает. А Ханде сделала это уверенно, красиво и с уважением к аудитории. Это выглядело как жест, который мгновенно усиливает связь между звездой и международными зрителями. И вот что нужно понимать: подобные моменты никогда не бывают просто милым эпизодом. Это всегда шаг, который работает на репутацию, на масштаб, на статус, на то, чтобы тебя воспринимали не как популярную актрису в Турции, а как имя, которое звучит глобально. Судя по реакции, шаг оказался очень точным. Обсуждали не только ее внешний вид, но и подачу, интонацию, смелость. И то, насколько органично это получилось. Но Joy Awards запомнилась не только Ханде. На этом вечере было много звездных моментов. Один из них – Мирьем Узерли. Она появилась в роскошном платье и выглядела так, будто время вообще не имеет к ней отношения. А еще зрители запомнили ее легкую, почти дружескую перепалку с Хазал Кая. Хазал с улыбкой будто пожаловалась на ее вечную молодость, и этот эпизод моментально разлетелся по соцсетям. Потому что он был живым, настоящим и очень человеческим. В таких деталях всегда чувствуется энергия закулисья, которую зритель обожает.
ключевые награды вручали самые узнаваемые лица индустрии. Ханде и Барыш Ардуч – пара ведущих, которая смотрелась эффектно и уверенно. А еще на сцене появился легендарный дуэт Халит Эргенч и Туба Бюйкустюн, и это уже само по себе выглядело как символ преемственности. Когда рядом оказываются те, кто давно стал классикой, и те, кто сейчас формирует новое лицо турецкой индустрии. И вот после такого вечера становится ясно, турецкие звезды – это больше не просто актеры из сериалов. Это полноценные медийные фигуры, которые умеют создавать события одним выходом, одной фразой, одной улыбкой. И когда кажется, что после Joy Awards градус уже невозможно поднять выше, индустрия делает следующий ход. Потому что буквально на той же неделе состоялась еще одна громкая церемония. И там Ханде снова оказалась в центре внимания. Но уже совсем по другой причине. Если Joy Awards были про масштаб, международный блеск и эффект большой сцены, то премия журнала Elle оказалась совсем другой. Более личной, более эмоциональной. И в каком-то смысле даже более запоминающейся. Потому что там важны не только награды и стиль. Там важны слова, которые остаются в голове надолго. И именно на этой церемонии Ханде показала себя с совершенно другой стороны, не как звезда красной дорожки, а как человек, который умеет говорить так, что в зале становится тихо. И вот что она сказала. Когда Ханде поднялась за наградой, она произнесла речь, которая мгновенно стала одной из самых цитируемых в турецкой прессе. Она обратилась к своей сестре и сказала то, что невозможно слушать без внутреннего отклика. Она говорила о том, что они – дочери очень красивой матери. О том, какой сильной была ее мама. О том, что именно мама показала им жизненную позицию, научила встречать трудности и жить с радостью, потому что это и есть настоящий стиль. И самое главное, Ханде подчеркнула, что ее сестра несет в себе все эти качества и является ее источником вдохновения. Эта речь прозвучала не как подготовленный текст ради камеры. Она звучала как настоящая благодарность, признание, которое вырывается изнутри. Именно поэтому момент стал таким мощным, зрители почувствовали искренность. А искренность всегда пробивает сильнее любого пафоса. Но Elle – это, конечно, не только эмоции. Это целая галерея победителей, которые за одну неделю получили сразу два крупных подтверждения своего статуса. Смотрите, кто забрал награды. Пынар Денис – бренд-амбассадор года. Халит Эргенч – лучшая актерская работа на телевидении. Синим Юнсал – лучшая женская роль года на ТВ. Ханде Эрчел – самая стильная актриса года. Барыш Ардуч – стильный актер года. Сера Рытюрк – стильное открытие года. Серенай Сарыкая – девушка года. Список, который говорит сам за себя. Но вот что всегда удерживает внимание лучше любых наград – моменты, которые рождаются спонтанно. Люди любят не формальные речи, а сцены, которые выглядят живыми и немного непредсказуемыми. Один из таких моментов – танец Серенай Сарыкая и Ханде Эрчел. Казалось бы, короткий эпизод. Но он разлетелся по интернету так быстро, будто это был фрагмент из нового сериала. Люди пересматривали, обсуждали, спорили, кто выглядел ярче, кто был естественнее, кто забрал внимание. И вот что это доказывает: сейчас важны не только роли на экране. Важно, как актеры живут в медийном пространстве. Один танец может дать больше охватов, чем целая рекламная кампания. И, конечно, не обошлось без споров про образ Ханде. В сети, как всегда, разделились мнения. Кто-то считал, что образ неудачный, придирался к деталям. Кто-то, наоборот, говорил, она выглядит красиво и уверенно. Но вот в чем фокус.
Именно такие споры создают эффект постоянного присутствия в новостях. Даже если люди не согласны, они все равно говорят. А значит, имя снова на слуху. И это работает. А пока одни собирали награды и обсуждения, индустрия параллельно запускала новые проекты. Потому что турецкие сериалы не ждут идеального момента. Они выходят на площадку, даже когда весь интернет занят красными дорожками. И на этой неделе появилась новость, которая особенно обрадует тех, кто любит драматичные истории и сильные женские роли. Дерья Пынар Ак получила главную роль в новом сериале. И это назначение уже сейчас выглядит как очень точный выбор. Дерья Пынар Ак теперь официально в центре нового драматического проекта. И это не просто еще один сериал в списке. Это потенциально очень громкая история. Потому что сама концепция обещает напряжение, внутренние конфликты и эмоции на грани, а именно такие сюжеты цепляют зрителя и не отпускают до финальных титров. Сериал называется «Уродливая». И в турецкой индустрии уже понятно, если проект берет такую тему и такой тон, он будет играть на контрастах, на травмах, на выборе между долгом и чувствами. Производство – компания 25 Film. Канал Star TV. И это важный момент. Star TV любит проекты с сильной драмой и резкими поворотами, где герои не просто живут в кадре, а постоянно принимают решения, которые меняют все. Теперь про сюжет. История строится вокруг девушки по имени Мирьем. Она сирота, и ее история изначально звучит тяжело. Это персонаж, который с детства вынужден выживать в условиях, где никто не обещал ей спокойствия. Мирьем воспитывается в семье, которая берет ее к себе. Казалось бы, спасение. Но именно там начинается то, что превращает историю в настоящую драму. Мирьем влюбляется в сына этой семьи. И вот тут главный конфликт. Это не романтика из легких сериалов, где все решается одним признанием. Это история, где чувства становятся вызовом. Потому что в такой ситуации любовь – это не просто эмоция. Это нарушение границ. Это риск. Это внутренний запрет. Это страх потерять то единственное место, где тебя приняли. И если Мирьем действительно бросает вызов своей судьбе, как заявлено в описании, нас ждет героиня, которая будет идти вперед, даже когда весь мир против нее. Что известно о производстве? Режиссер Бурджу Алптекин. Подготовка к съемкам уже идет. Старт работы намечен на 20 февраля, то есть времени остается немного. А это значит, совсем скоро мы начнем получать первые кадры, первые утечки по касту, первые обсуждения. И дальше все закрутится еще быстрее. Но вот что интригует больше всего. Даже не сюжет. Даже не дата. Самая большая интрига – кто станет партнером Дерьи Пынар Ак. Потому что в подобных проектах выбор главного актера рядом с героиней решает многое. Это и химия, и доверие зрителя, и то, насколько убедительно будет выглядеть запретная линия чувств. Пока имя не названо. У зрителей простор для фантазий. У продюсеров возможность сделать сильный ход. И вот еще интересный момент. Раньше на главную роль рассматривали Бахар Шахин. Это показывает, проект искал определенный типаж и определенную энергию. Но договориться не получилось. И теперь главная актриса – Дерья Пынар Ак. По ощущениям, это решение может сыграть даже лучше. Потому что Дерья умеет передавать внутреннюю уязвимость и одновременно характер. А в такой истории без этого никак. Мирьем должна быть не просто жертвой обстоятельств, а человеком, который способен бороться и идти на риск. И вот что важно понимать про такие проекты.
Они редко проходят тихо, либо становятся обсуждаемыми из-за смелого сюжета, либо из-за сильной актерской игры, либо из-за того, что зрители делятся на два лагеря и спорят, кто прав. А когда сериал вызывает споры, он живет дольше. Он держит внимание. Он не исчезает после 2 серий. Но пока «Уродливая» только готовится к старту, другой сериал уже выходит на экран. И выходит в очень опасный день. Потому что в эфире его ждет настоящая битва с конкурентами. И это тот случай, когда даже сильный каст не гарантирует легкую победу. Премьера «Под землей» назначена на 28 января. И у этого проекта будет всего один шанс громко заявить о себе. Премьера сериала «Под землей» звучит как заявка на серьезную драму. Но самое напряженное в этой истории даже не сюжет и не актеры. Самое напряженное – день выхода. Потому что иногда судьбу проекта решает не сценарий, не игра, не режиссура, а то, с кем ты выходишь в эфир в один вечер. И «Под землей» выходит именно в такой момент, когда конкуренция становится почти спортивной. Вот что мы знаем. Сериал стартует в среду, 28 января, на телеканале Now. В главных ролях Денис Джан-Акташ и Деврем Аскан. И это сочетание уже вызывает интерес. Денис умеет держать экран и собирать вокруг себя внимание. Деврем – актриса, которая легко дает эмоцию и создает ощущение живого персонажа, а не просто красивой картинки. По касту проект выглядит крепко. Но проблема в другом. В этот же день выходят сильные конкуренты. И когда ты заходишь в эфир одновременно с проектами, у которых уже есть своя аудитория, ты буквально борешься за каждую минуту внимания. В этот вечер зрителям придется выбирать. И не всегда выбор делается в пользу новинки, даже если она достойная. Потому что привычка – сильная вещь. Люди остаются там, где уже эмоционально привязались к героям. И вот тут возникает вопрос, который волнует многих. Почему каналы так боятся понедельника? Почему избегают его, будто это запретная зона? Казалось бы, идеальный день для новинки. Зрители входят в рабочий ритм, ищут, что посмотреть вечером. Но в индустрии сформировалось ощущение, если в понедельник уже есть сильный проект, новый сериал лучше туда не выпускать. При этом логика иногда выглядит странно. Вместо того, чтобы рискнуть в понедельник и попытаться забрать свою часть аудитории, канал выбирает другой день, где проектов уже несколько. И становится 4-м в очереди. Это как зайти в комнату, где и так шумно, и попытаться перекричать всех сразу. Получается сложно. И именно это сейчас происходит с «Под землей». Ему придется выходить в день, когда зритель уже перегружен выбором. А это значит одно: первая серия должна быть максимально сильной. Не интересной. Не нормальной. Не «посмотрим, как дальше будет». А такой, чтобы человек не переключился через 10 минут. Чтобы уже в первой сцене появилась интрига. Чтобы герои зацепили. Чтобы финал серии оставил ощущение: я обязан включить следующую. Потому что вот как работает турецкий эфир. Зритель принимает решение очень быстро. И если сериал не удержал с первой серии, потом вернуть аудиторию почти невозможно. Даже если дальше будет лучше. Даже если сюжет раскроется. Даже если актеры разгонятся. Время на раскачку сейчас мало кто дает. И вот почему премьера «Под землей» вызывает особый интерес. Не только из-за актеров, а из-за того, что мы буквально увидим, выдержит ли проект эту гонку. Сможет ли пробиться через конкурентов.
сможет ли заставить людей говорить о себе на следующий день. Потому что иногда достаточно одной сцены, одного диалога или одного финального поворота, и сериал становится темой номер один. Но пока в эфире идет борьба за рейтинги, в жизни звезд происходит своя драма. И она порой развивается быстрее, чем в любом сценарии. На этой неделе именно личная история одной пары стала настоящей горячей темой. Отношения длились совсем недолго, но обсуждений вокруг них было так много, будто это роман с многолетней историей. Хакан Сабанджи и Рабия Сайтюрк. Роман, который не успели официально подтвердить, уже успел попасть в кризис. И дальше начинается самое громкое. История Хакана Сабанджи и Рабии Сайтюрк – это тот случай, когда отношения вроде бы только начались, но шума вокруг них уже столько, будто речь о паре, за которой следят годами. И самое удивительное здесь – даже не внимание публики, а скорость, с которой все резко изменилось. По слухам, их роман продлился примерно 1,5 месяца. И почти сразу столкнулся с первым серьезным испытанием. Важно понимать контекст. Официально эти отношения никто не подтверждал. Не было громких заявлений, совместных интервью, публичных признаний. Все держалось на намеках, на обсуждениях в сети, на деталях, которые подхватывали фанаты и таблоиды. Но именно такие неофициальные романы и становятся самыми обсуждаемыми. Потому что там всегда больше загадки. Люди начинают сами собирать картину по кусочкам. И чем меньше фактов, тем больше версий. Вот что говорят инсайдеры. После Нового года между ними случился заметный кризис. Причем до этого все выглядело спокойно, а они успели вместе поужинать всего 4-5 раз. То есть это даже не отношения, которые прошли долгий путь. Это этап, когда люди только присматриваются друг к другу. Только привыкают. Только понимают, комфортно ли им рядом. И именно поэтому новость о серьезной ссоре звучит так резко. Обычно на старте все держится на легкости, на интересе, на новизне. А здесь первая серьезная ссора, после которой они, как говорят, почти не общались. Если это правда, это говорит о многом. В самом начале любые паузы и тишина воспринимаются особенно болезненно. Там еще нет привычки решать конфликты. Нет общего опыта. Нет уверенности, что человек точно останется рядом. И вот тут начинается главный вопрос: что именно произошло? Публика сразу включилась в режим расследования. Когда роман короткий, а разрыв обсуждают громко, людям хочется понять причину. И чем меньше официальных комментариев, тем больше догадок. Параллельно сеть вспомнила личную историю Хакана. В обсуждениях всплыл список его бывших возлюбленных. И цифра там звучит почти как мем: 16 имен. Кто-то воспринимает это как обычные слухи. Кто-то как репутацию, которая теперь будет преследовать каждую новую девушку рядом с ним. И как только в интернете закрепляется такой образ, любая следующая история автоматически становится частью этого списка. Даже если на самом деле все было иначе. И вот еще важный момент. Многие вспоминали, что последние серьезные отношения Хакана были с Ханде Эрчел и длились около 3 лет. После окончания той истории ему практически сразу начали приписывать новые романы. Внимание к его личной жизни не прекращалось ни на минуту. На этом фоне Рабия стала очередной фигурой, которую публика моментально встроила в уже готовый сценарий: богатый наследник и яркая актриса, короткий роман, резкий кризис. Звучит как сюжет, который легко продается заголовками. Но самое громкое в этой истории – версия, которая стала вирусной быстрее остальных. Она звучит как классика жанра. Как вечная причина всех обсуждаемых расставаний в светской хронике.
И да, вы уже догадались. В сети начали говорить, что причиной разрыва стала мама Хакана Сабанджи. И вот это момент, где история перестает быть просто слухом о ссоре и превращается в настоящую драму для публики. Потому что «мама не одобрила» — это идеальный триггер для обсуждений. Люди моментально делятся на лагеря. Начинают спорить, кто прав, кто виноват, кто на кого влияет, и почему взрослые люди не могут просто спокойно строить отношения. Но вот правда. Такие версии часто живут именно потому, что их удобно обсуждать. Они яркие. Они эмоциональные. Они легко объясняют любую паузу. И они всегда звучат так, будто это не случайность, а закономерность. Именно поэтому эта версия стала самой обсуждаемой. А вот верить в нее или нет – это уже другой вопрос. И дальше мы разберем, почему эта история снова превратилась в легенду про маму, и что выглядит более реальной причиной того, что они так быстро охладели друг к другу. Версия про маму Хакана Сабанджи разлетелась по сети с такой скоростью, будто ее кто-то заранее подготовил и просто ждал подходящего момента. И это неудивительно. Потому что в светской хронике есть темы, которые работают всегда. Даже если нет доказательств. Даже если никто ничего не подтверждал. Даже если все держится на догадках, такие сюжеты все равно цепляют. Они звучат знакомо. Они эмоциональные. И самое главное, они очень удобно объясняют любой разрыв без лишних деталей. Вот как это работает. Когда говорят «мама не одобрила», история сразу становится понятной. Даже тем, кто вообще не следит за парой. Не нужно разбираться в характерах. Не нужно искать, кто что сказал. Не нужно знать, как проходили их встречи. Достаточно одной фразы, и у зрителя уже в голове готовый сценарий: богатая семья, строгие правила, ожидания, давление, конфликт интересов. Идеальная драма, которую хочется обсуждать снова и снова. Но именно поэтому к таким версиям стоит относиться осторожно. Иногда они появляются не потому, что это правда, а потому, что это самый яркий вариант из всех возможных. И публика выбирает его автоматически. Так проще. Так интереснее. Так эмоциональнее. А теперь давайте посмотрим на ситуацию реалистично. Хакан и Рабия общались очень мало. 4-5 ужинов – это даже не этап, где люди успели построить прочную связь. Это период, когда вы только знакомитесь глубже. Когда еще не знаете привычек друг друга. Не понимаете, как человек ведет себя в конфликте, как реагирует на стресс, насколько совпадают взгляды на жизнь. И именно на этом этапе первая серьезная ссора может стать решающей. В начале отношения держатся на интересе и симпатии. А когда появляется конфликт, сразу становится понятно, насколько вы вообще совместимы. Кто-то умеет обсуждать спокойно. Кто-то замыкается. Кто-то начинает давить. Кто-то исчезает. И если после первой ссоры люди перестают общаться, это чаще всего означает одно: они просто не готовы проходить этот этап вместе. И вот еще важный момент. Когда роман не подтвержден официально, давление извне становится еще сильнее. Каждая встреча обсуждается. Каждое появление рядом фиксируется. Любое движение воспринимается как доказательство. В такой атмосфере отношениям сложно развиваться естественно. Вместо того, чтобы узнавать друг друга, вы как будто все время живете под наблюдением. Это может быстро утомить. А еще есть момент, который редко проговаривают вслух. Иногда люди просто понимают, что не совпали. Без трагедий. Без громких причин. Без третьих лиц. Просто не совпали,
по темпу жизни, по ожиданиям, по характеру, по взгляду на будущее. И это нормальная история. Но она не продается так красиво, как «мама вмешалась». Поэтому интернет выбирает более драматичную версию. И вот что получается. Пока кто-то строит теории, реальные причины могут быть куда проще. Но обсуждение все равно не остановится. Потому что в таких романах публика любит не факт, а эмоцию. И если вокруг Хакана уже давно сложился образ человека, которому постоянно приписывают новые отношения, каждая следующая история автоматически превращается в сериал без сценариста, где зрители сами пишут продолжение. Но на этой неделе тема отношений не ограничилась только этой парой. Параллельно в индустрии происходили и другие личные новости. Где-то люди расставались, а где-то, наоборот, делали шаг назад друг к другу. И именно на контрасте таких историй становится видно, насколько бурно кипит жизнь за кадром, пока на экране мы смотрим идеальные любовные линии. Пока история Хакана и Рабии обсуждалась на каждом шагу, в индустрии параллельно всплыли еще две новости. И они отлично показывают, насколько по-разному могут развиваться отношения у турецких звезд. Потому что здесь все происходит на контрастах. Одни пары расстаются, едва начав строить совместные планы. Другие могут поссориться на пару дней и тут же вернуться обратно, как будто ничего не случилось. Первая новость – расставание. Беркадан и Gökçe Akıldız приняли решение разойтись. Их отношения начались во время работы над сериалом «Гора сердца». И именно такие романы зрители обычно любят особенно сильно. Потому что когда пара рождается на съемочной площадке, фанатам кажется, что это продолжение сериала в реальной жизни. Люди начинают следить за каждым движением, искать подтверждения, радоваться совместным кадрам, буквально болеть за этих двоих. Но вот что произошло. Судя по слухам, именно на этапе, когда отношения начинают становиться серьезнее, появилась первая большая проверка. Основной причиной разрыва называют то, что Беркадан не хотел торопиться со сближением семей. Для кого-то это звучит как мелочь. Но на самом деле это один из самых чувствительных моментов в любых отношениях. Знакомство семей – это уже не «мы просто встречаемся». Это шаг, который воспринимается как серьезное намерение. И если один человек чувствует, что еще не готов, а второй уже ждет движения вперед, возникает напряжение. И это напряжение часто не видно со стороны. В соцсетях все может выглядеть красиво: улыбки, нейтральные комментарии, спокойные фотографии. Но внутри в этот момент идет борьба ожиданий. Один хочет ясности и уверенности. Другой хочет времени и свободы. И если компромисс не находится, отношения начинают трещать. Даже если чувства были настоящими. А теперь совершенно другая история. Буквально рядом с этой новостью появилась противоположная по настроению. Емур Юксель и Актай Кенджи публично продемонстрировали примирение. Их ссора, по информации из обсуждений, длилась всего несколько дней. И вместо долгих объяснений они сделали то, что сейчас работает громче любых заявлений, снова подписались друг на друга в социальных сетях. Казалось бы, мелочь. Просто подписка. Но в мире звезд это давно стало языком отношений. Это сигнал аудитории: мы снова вместе, все нормально, не переживайте. И публика мгновенно считывает такие знаки. Потому что фанаты следят за подписками, лайками и комментариями иногда даже внимательнее, чем за официальными интервью. И вот что это создает. Ощущение постоянного движения. Сегодня пара рассталась. Завтра помирилась. Послезавтра снова пошли слухи.
В реальной жизни такие качели могли бы остаться личным делом. Но у знаменитостей все превращается в публичный сериал. Причем сериал без монтажных склеек, зрители видят все в режиме реального времени. На фоне этих новостей особенно интересно наблюдать одну вещь. Индустрия одновременно живет в двух мирах. В одном – романтика и эмоции, которые обсуждают все. В другом – строгая математика рейтингов, где каждый вечер решает судьбу проекта. И вот именно в рейтингах сейчас есть один сериал, который ведет себя так, будто ему вообще не страшны конкуренты. Потому что «Семья» — это испытание стартовал настолько мощно, что о нем невозможно не говорить. И самое удивительное, этот проект взял внимание не только сюжетом и актерами, а тем, как агрессивно и грамотно его продвигают. Когда вы узнаете, насколько масштабной была реклама, станет понятно, почему его цифры так быстро пошли вверх. Сериал «Семья» — это испытание ворвался в эфир так, будто у него изначально была одна цель — не просто стартовать, а сразу занять первое место в разговорах зрителей. Премьера вышла 13 января. И уже с первых дней стало ясно, этот проект не собирается быть одним из. Он пришел громко, уверенно и с таким уровнем внимания вокруг, что пройти мимо было практически невозможно. Теперь про каст. Главные роли исполняют Афра Сарачоглу и Кенан Имирзалыоглу. И это сочетание сразу дает сильный эффект. Афра сейчас на пике интереса, ее имя автоматически притягивает аудиторию. Кенан – актер, которого ждали, и само его возвращение на экраны уже воспринимается как событие. Неудивительно, что премьера показала очень высокие рейтинги. Но вот где начинается самое интересное. Зрители спорят, почему проект так выстрелил. Одни уверены, дело в звездности. Афра после «Зимородка» плюс долгожданный камбэк Кенана сделали свое дело. Другие говорят, причина в самой истории, динамичной, напряженной, цепляющей. И правда, обычно работает сразу несколько факторов. Но здесь есть один момент, который невозможно игнорировать. Реклама. У «Семья» — это испытание настолько мощная пиар-компания, что создается ощущение, этот сериал захватил весь город. Причем не в переносном смысле. В прямом. Афиши были повсюду. В разных районах. На улицах. На рекламных поверхностях. В местах, где обычно можно увидеть десятки разных проектов, но в этот раз там был только один главный герой. И это очень сильный ход. Когда зритель видит одно и то же название постоянно, у него включается эффект присутствия. Даже если человек не собирался смотреть. Даже если он не фанат жанра. Сериал все равно попадает в поле внимания. Становится привычным. А дальше работает простая психология, и если проект везде, значит он важный. Значит его смотрят. Значит надо хотя бы включить и проверить. И вот что показательно. На фоне такого доминирования другие проекты почти не были заметны. Единственное исключение – это «Море переполнится», и то в очень конкретном формате. Все остальное будто исчезло. Вот тут и становится понятно, почему некоторые сериалы жалуются на низкие цифры. В мире, где зритель выбирает из десятков названий, победит тот, кто громче заявит о себе еще до эфира. А «Семья» — это испытание, заявил о себе максимально громко. И самое главное, стратегия сработала. Буквально только что появились рейтинги второй серии. И там не просто удержание, а рост во всех трех категориях. Это очень хороший знак. Значит, зрители не просто включили из любопытства, а остались. Значит, им действительно захотелось продолжения.
А когда проект растет на второй серии, это почти всегда означает, что дальше он может укрепиться еще сильнее. Прогноз. Есть ощущение, что с 3-м и 4-м эпизодом сериал продолжит набирать обороты. Особенно если история будет держать темп. Потому что у таких проектов есть опасность стартовать ярко, а потом потерять напряжение. Но пока все выглядит так, будто команда понимает, как удерживать зрителя. И отдельный бонус для фанатов Турдизи – локации. Внимательные зрители заметили, дом, где живет героиня Чала со своей сестрой, это тот самый дом из сериала «Черная любовь», где жила семья Кемаля. И такие детали работают идеально. Это сразу вызывает эмоцию ностальгии. Люди начинают пересматривать кадры, сравнивать, вспоминать любимые сцены. Локация становится не просто местом съемок, а символом, который связывает разные эпохи Турдизи. И вот в этом тоже сила «Семья» — это испытание. Сериал дает не только сюжет, но и ощущение масштаба. Будто он уже встроен в историю турецких сериалов. А когда проект вызывает такие ассоциации, он становится ближе зрителю. Но чтобы понимать общую картину недели, важно посмотреть шире. Потому что «Семья» — это испытание не единственный, кто борется за внимание. В индустрии есть еще одна сторона – международные выходы, модные показы и проекты, которые делают актеров заметными не только в Турции. И на этой неделе особенно выделился Керем Бюрсин. На фоне всей этой телевизионной гонки, где каждый сериал сражается за рейтинги, появляется другая сцена. Более глянцевая, более международная, но не менее важная для статуса актера. Потому что сегодня звезда турецких сериалов – это уже не только человек, который играет в прайм-тайм. Это медийная фигура, которую должны узнавать и в модной индустрии, и на мировых мероприятиях, и в новостях далеко за пределами Турции. И именно так на этой неделе снова напомнил о себе Керем Бюрсин. Вот что произошло. Керем посетил Милан в качестве почетного гостя на неделе моды, которая завершилась 19 января. Его пригласил Dolce & Gabbana, и это приглашение не просто красивая поездка. Это показатель уровня. Такие бренды выбирают гостей очень тщательно. Им важно, чтобы человек был узнаваемым, чтобы его образ подходил их эстетике, чтобы его присутствие усиливало внимание к событию. И вот почему это важно для карьеры. На показе Керем оказался рядом с международными знаменитостями. И это именно тот формат, который работает в долгую. Даже если вы не снимаетесь прямо сейчас в новом сериале, ваше имя остается в информационном поле. Вас продолжают обсуждать, продолжают фотографировать, продолжают держать на виду. А для актера это иногда важнее, чем один эпизод новостей о кастинге. И вот интересный момент. Предыдущий показ Dolce & Gabbana, который Керем посещал в сентябре, использовали в фильме «Дьявол носит Придер 2». Это добавляет всей истории дополнительный блеск. Когда модное событие становится частью большого кино, оно превращается в культурный маркер. И участие Керема в таких мероприятиях начинает восприниматься как часть более широкой картины. Он не просто актер, он человек, который вписывается в международный контекст. Теперь про стиль. У зрителей всегда возникает вопрос, как ему идут такие образы. И здесь все просто. В повседневной жизни Керем чаще выбирает стиль комфортно и просто. Выглядит расслабленно, без желания постоянно производить впечатление. Но именно поэтому на официальных мероприятиях его шик смотрится особенно эффектно. Когда человек обычно не играет в глянец, а потом выходит в идеально собранном образе, это воспринимается сильнее. Это выглядит как событие.
Но не думайте, что поездка только про стиль и фото. В профессиональном плане Керем тоже в движении. Он завершил съемки в сериале «Сердцебиение» и сейчас рассматривает новые проекты. И среди вариантов – адаптация популярного японского сериала «Гранд Мэйзон Такё» для турецкого рынка. И вот это звучит очень интересно. Адаптации – это всегда риск и одновременно шанс. Риск, потому что зрители могут сравнивать с оригиналом. Шанс, потому что если сделать правильно, можно получить сильный проект с уже проверенной основой. А если в такой истории будет Керем Бürsin, внимание к сериалу появится еще до выхода первой серии. И вот в этом сейчас суть турецкой индустрии. Все происходит одновременно. Кто-то запускает новый сериал. Кто-то возвращается после паузы. Кто-то попадает в громкие обсуждения из-за личной жизни. А кто-то укрепляет международный статус через моду и глобальные проекты. Все эти линии переплетаются и создают ощущение, что индустрия живет без остановки. Но чтобы завершить эту неделю красиво и точно, нужно посмотреть на сухие цифры. Потому что рейтинги – это финальный язык телевидения. Они показывают, кто реально удержал зрителя, а кто потерял темп. И именно рейтинги за 20 января дают очень интересную картину. Теперь давайте перейдем к самому объективному и самому беспощадному показателю в турецком телевидении – к рейтингам. Потому что сколько бы ни было красивых выходов на премиях, громких заявлений и обсуждений в соцсетях, финальный результат недели всегда виден в цифрах. Именно они показывают, кто действительно удержал зрителя у экрана, а кто потерял внимание и рискует остаться в тени более сильных проектов. Начнем с главного. Семья – это испытание, продолжает движение вверх. Рост во всех трех категориях. Самый заметный подъем в Total плюс 1,22. Для сериала, который только стартовал, это очень мощный сигнал. Это значит, зритель не просто включил первую серию из любопытства, из-за Афры и Кенана, а остался дальше. Если проект так уверенно растет на второй серии, дальше он может закрепиться еще сильнее и сформировать стабильную аудиторию, которая будет возвращаться каждую неделю. Дальше ревность. Положительная динамика, рост в Total и АБ. В категории ABC небольшое снижение на 0,5, но в целом проект держится уверенно. Это тот случай, когда сериал не делает резких скачков, но показывает стабильность. А стабильность в турецком эфире часто важнее, чем один громкий всплеск. Следующий – Мехмет, Султан Завоеватель. Ситуация более смешанная, минусы в АБ и ABC, но небольшой рост в Total на плюс 0,06. Аудитория в целом остается, но по определенным сегментам есть просадка. Это может означать, конкуренция давит сильнее, чем раньше. Сериалу нужно снова поднять градус, чтобы удержать интерес. И вот на этом моменте становится видно главное. Турецкий эфир сейчас очень плотный. Слишком много проектов борются за одно и то же внимание. Каждый вечер превращается в соревнование, где побеждает не тот, кто просто нормальный, а тот, кто умеет зацепить быстро и удержать надолго. А теперь, если посмотреть на неделю в целом, ощущение складывается очень яркое. С одной стороны, громкие премии и мощные выходы. Ханде Эрчил снова стала одной из главных фигур обсуждений. С другой, интрига с проектом «Орбита», где Пынар Денис может стать партнершей Кыванча Татлытуга. И эта история явно еще продолжится. Параллельно индустрия готовит новые драмы, как «Уродливая» с Дирьей Пынар Ак. И запускает премьеры вроде «Под землей», которым предстоит доказать свою силу в конкурентной битве. А в личных новостях тоже кипело.
Обсуждения вокруг Хакана Сабанджи и Рабии Сайтюрк показали, даже короткий роман может стать главной темой недели, если вокруг него достаточно интриги. И на контрасте мы увидели, как быстро в этой среде могут происходить расставания и примирения. Вот такая получилась неделя. Насыщенная, громкая и очень сериальная, даже в реальной жизни. Ну что, мои дорогие, вот такими получились турецкие новости на сегодня. Спасибо вам огромное, что досмотрели этот выпуск до конца. Если вам понравилось, обязательно поддержите видео лайком, это очень помогает каналу. Подписывайтесь на канал «Любовь и мечты», чтобы не пропускать новые выпуски, самые горячие новости и свежие обсуждения турецких сериалов. И, конечно, пишите в комментариях, что вас больше всего удивило на этой неделе, какой сериал вы смотрите сейчас и какую новость обсуждаете больше всего. Обнимаю вас крепко, люблю, целую, и до скорой встречи в следующем выпуске.